Итак, время где-то час ночи. Я приехал в назначенное место. Сейчас двигаюсь в сторону неизвестных озер. Найду сейчас место поближе к реке, либо поровнее. Тут горы. Полнолуние. Я иду без фонаря вообще по кайфу. Ни жарко, ни холодно. Практически штиль. Палатку поставлю, включусь. Сделал схрон, чтобы на себе не тащить лишний вес. Двигаюсь дальше. Время 10 утра. Я иду в сторону неизвестных озер. По GPS вроде как 26 километров. Местами иду по азимуту. Троп как таковых нету. Но идти легко. По сути, короткая травка. Такая. Местами кустарник. Но бывает камушки, так задумаешься, споткнуться можно. Мелкие, но больно бьется. Моя задача первостепенно дойти до воды. Потому что у меня воды осталось около 0,4 литра, а на улице жара. Ночью проще идется, однако. Полнолуние. Косточки пошли. Нормально такая. Вот моя нога. Ну, следов не вижу, это скорее всего собаки. Смотрим. Красиво здесь. Ну, легко-легко прям идется с горочки, так вообще кайф. Начинается лесистая зона. Дорога виднеется вон там. И река шумит. Пенек интересный. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. Дупло так дупло. Ништяковое место для схрона. Но если так посмотреть со стороны, конечно, бросается в глаза. Это я так, забавы ради. Ну, спускаемся, теряем высоту, потом снова набирать придется. Траверсом спускаюсь. Тут тропинка натоптанная. Ну, это явно животные здесь ходят. Людям здесь делать нечего. Саранча какая-то летает. Какой-то домик. Ну, видимо, здесь пастух бывает со скотом. Началась дикая мята. Она любит сухие места, холмы. Вода не очень, как вода чистая выглядит, но там бутылки моторного масла валяются. В общем, печально все это. Там мужик был какой-то, дрова ломал. Пойду сейчас познакомлюсь. Не поверите, наткнулся на лагерь студентов, которые проходят практику по археологии. Охренеть. Вот это флешбэк. Добрый день. Здесь пройду на ту сторону, нет? Добрый день. Вот она археология. Блин. Тебе пройти, не намочить ноги. Ну, здесь вода почище. В общем, я подумал, решил пойти другой дорогой.
Гляньте, сколько буренок. Здорово, бычки. Че, как оно? Как дела? А? Да ладно, не бойся, что боишься-то? А у тебя как дела? Что, не очень? Или хорошо? Боятся меня. Какой я страшный. А он, глянь, беленький, побежал. Привет! Ребятушки! Побежал. Здорово! Как дела? О, это коровушки с телятами. Привет! Ладно, не буду вас беспокоить, пойду. Чешется. Так, бочка распушаются потихонечку. Ну, я надеюсь, сегодня дождь не застану. Археологи меня удивили, однако. Сколько хожу, первый раз увидел вживую рабочую часть именно. Ну, получается, практика у них. О, коровы на меня идут через лес, а я на них. Ладно, идем. Я ваш пастух. Чего вы все разбегаетесь-то? Я такой большой, кажусь, да? С гигантским рюкзаком. Наверное, из-за того, что я с палкой иду. Блин, какая с бантиком. Да ладно вам, чего вы меня боитесь-то? Царский поход. Доедаю предпоследний банан. Люблю начальные дни. Всякие вкусняшки есть, которые в обычной жизни присутствуют, но в походе отсутствуют ввиду объема и веса. Сейчас лес прошел, небольшая такая ложбинка, и снова дорожка идет в лес. По температуре, по ощущениям, градусов 25-27. С рюкзаком, конечно, жарковато, но так, all dente, скажем так. Традиционное охлаждение ног. Кайф. Банан со сгущенкой. Что может быть круче в горах? Не знаю. Это просто роскошь роскошная. Муравей тоже хочет сгущенки. Какой крупный муравей, однако. Сантиметр полтора, наверное, муравей. Почти 2 часа в пути. Ну, тропинка легкая. Пока еще подъем интенсивный не начался. Можно сказать, халява. Вода рядом, в метрах 10. Взял с собой немножко воды. И все, иду, можно сказать, налегке. На рюкзак еще не замерял вес. Он точно килограмм, наверное, 25 весит. Присел отдохнуть, а тут земляника. Вот чего я не ждал, так это землянику здесь увидеть. Но еще не созрела. Это вот созрела немножко. Ягодка большая. Вот такие ягодки. Цветущие поля. Красота. Крапива растет жгучая. Местами прям приходится ее конкретно обходить. Здесь она в сторонке. Вон дофига крапива. Ужас. Черная смородина созревает. Начался небольшой набор высоты. Дорожка идет то вверх, то вниз. Иду на высоте где-то 1800 метров. Там почти 3000-ник. Нам не видно выше дальше. Постепенно чаще становится гуще. Тропа хуже становится. Но идти еще нормально можно. По идее, сейчас должен упереться в ручей. Что-то здесь жгли. Ну, это просто тропинка. Все, уже машины сюда не ездят. И налево есть какая-то
Ну, пошли здесь. Ну, следы, не сказать бы, что старые. Возможно, здесь звериная тропа. Скорее всего, она и есть. Человек тут по-другому бы ходил. Да, в дождь здесь можно убиться, конечно, с моей обувью. Скользко тут. Так, а нам вверх. Такая тут тропиночка и обрыв. Да, тропинка тут такая себе, конечно. Я бы, наверное, лучше внизу шел в сапогах. Быстрее было по курмам идти, чем здесь по обрыву. Я тоже не знаю тут где спускаться. Теперь надо пока идти так. Сбился с тропы. Нашел наконец-то. Так всяко легче идти, чем по вот этому косогору. Красных муравьев просто море тут. Тут 200% нет клещей. Они тут всех защищают конкретно. Прям дремучий лес начался, я бы сказал. Да уж. Лиственница упала. В таких случаях, когда впереди какая-то преграда в виде веток и не хочется лезть туда лицом, берем, сгибаемся и рюкзаком назад идем. Главное под ноги смотреть, я сейчас споткнулся, мог упасть. Отвлекаюсь просто на камеру. Внимание немножко тратится туда на съемку. Еще ветровал. Ну, небольшие деревца. Но меня радует, в принципе, что есть тропинка. Я думал, что вообще задница в этом плане. Пока сильно звериных следов не вижу. Не знаю, кто тут бродит. Подхожу к водопаду ручью. Вот опять тряпочки висят. Да, вода тут определенно должна быть чистая. Вот посмотрим. Ну, вроде чистая. Мох, фагму. Надо воды еще набрать. Да, я перешел воды налить. Ну, тропа продолжается, меня это радует. Под GPS просто тропа заканчивается. Время 13:15. Легкий перекус. Семечки, хлебушек, лучок свежий и сгущенки немного. Такая полоса лесная. Интересная ложбинка. Тропа ведет вниз пока. Опять теряем высоту. Ну вот, Мишанина дерьмо. Если он тоже любит кедровые шишки. Ну, это каменная река. Большая. Нехило так. Хороший, видимо, опыт здесь сходили. Скоро так тропа валится. Мини-каменные грибы. Тут тропинка уже обвалилась, видать. Ну, край, конечно, лучше не подходить. Обойдем. Я удивляюсь такой хорошей тропе. Вроде никто не ходит, а тропа есть. Значит, кто-то ходит. О,
Жимость. Тяжело идет набор высоты. Но виды, конечно, впечатляет. Маленькая гадюка. Первый раз вижу таких гадюк. Не знаю, ну чуть больше вот 20 сантиметров. Совсем молодая. На солнышке, на коре грелась. Тем не менее, они кусаются. Надо осторожно быть в траве. Тут сейчас трава густая. А они не прочь погреться на солнышке. Шикарное место для повадки, на самом деле, здесь. Я метку поставил. Если что, буду иметь в виду. О, тут прохладненько, тенечек. Кайф. Как я люблю вот такие заборы, блин. С рюкзаком наклоняться, капец. Вообще, еще вариант есть. Скинуть рюкзак и дойти в Радиавочку туда. Только там по GPS больше 11 километров. Вот, а это как минимум туда-обратно часов 10. А мне снимать еще, следовательно, часов 11-12. А если какой-нибудь форс-мажор? В общем, я по темноте не хочу возвращаться. Надо сократить расстояние с рюкзаком, а потом уже тогда идти в Радиалку. Здесь шикарно в гамаке ночевать. Прям пространство идеально. Вот там много мха. Возможно, где-то тут источник воды есть. Это что у нас? Смородина? Ага. Зеленая-зеленая. Жимость. Ладно, пошли дальше. Много бадана, грибочков. Прям везде бадан тут. Тропа вот немножко напоминает шавлинскую. Прям кусочком. Баданом прям пахнет. О, можжевельник растет, ягодки. Красота. Еще порции дерьма. Еще больше кучка. Еще вот маленькая. Что за нафиг? Да. Да уж. Интересно, вон там он. Островочек зеленый наверху горы. Везде скалы, песок, камни и оазис травяной. Я такого не встречал. Так еще на высоте. Еще дерьмо. Ладно. Стан, видимо, здесь. Ну да, вон площадка. Можно повадку поставить. Ровненько. Тут даже четверка, наверное, влезет. Интересно. Там вот влево тропа пошла еще. Грибочки. С голоду тут не пропадешь однозначно. Вышел к речке. По камням иду. Скоро нужно будет переходить речку где-то. Ну, нормально, не глубокая. Перейти можно. Придется кротать напрямую. Не очень. Тропу я кое-как нашел. Можно там, конечно, поверху подниматься, но я думаю, тропой будет попроще. Вот здесь я перейду. Не знаю, вот. И вон там вон вдалеке тропа виднеется.
Холодненькая водичка. Заморозил. Температура еще упала сейчас. Возле реки холодно. В общем, ощутимо неприятно. Сейчас обуваюсь и иду в сторону тропы. Походу старая заросшая тропа. Звери ходили. След свежий. Звериный. Вот дерьмо опять. Да, это точно звериная тропа. Это не человек здесь ходил. Опа. Избушка что ли какая-то старая. Нифига. Сейчас глянем. Старенькая избушка. Что-то не осталось. Здесь что тут было? Вот. Высота палки. Скамейка или столик остался. Завалился. Толь. Ну, то есть ей лет 50-70, наверное, где-то. Интересно. Иван-чая, море. Здесь, наверное, горело все какое-то время. Он же любит горелые места. Тут мокро вообще в траве. Все ботинки мокрые уже. Такая роса воды еще не выпадала. Дождя давно не было. Странно. Прям на траве роса. Как капельки воды. Ну, гляньте. Водичка. Иван-чай почти по плечу мне. Такого не встречал еще. Явно кто-то тут валялся из зверя. Не пойму. Мишаня! Оп-оп! Змея гигантская. Мать ее. Где ты? Заползла уже. Шипит, капец. Я таких змей, наверное, не видел никогда. Охренеть. Слышу, шипит, но не вижу. А потом поворачиваю голову надо. Давай, вылази. В нору, походу, залезла. Гадюка лютая. Да блин, где ты? Боюсь наступать, блин, укусит. Короче, она в нору залезла. Я вот здесь шел, а она вот здесь ползла. Блин, как я на нее не наступил. Надо быть внимательней. Я тут больше отвлекаюсь на медведей, змеи как-то второстепенно. Ну, блин, это если бандура укусит, мало не покажется. Фу. Да уж. Мишань! Змеи! Видишь, поднялся. Все, как мы любим. Карликовая березка пошла. Ой, ненавижу ее. Ё-моё, прям высокая. По пояс мне. Давно я такой не встречал. Змею тут в кустах не встретить. Иду, стучу палкой по бокам. А тут густые заросли. Змея, чтобы не выскочить. Нет, это кроссовки. Вышалял! Эх, хорошая. Далеко слышно. Каменные плиты пошли. Как будто специально укладывали. Такие ровные. Чуть-чуть повело их, как будто морозом, как у нас бывает. Асфальт идет. Также здесь. Да, природа тут интересная. Вроде плюс-минус Горный Алтай один, да? Ну, похоже все. Но каждый раз, когда в новое место попадаешь, что-то свое есть, изюминка какая-то. Четвертая куча. Да уж. А небо горы вон туда. Что-то где-то ползал сейчас. Звук какой-то был. Ладно. Скалы красивые. Повешал оберег от медведя.
Идешь, она бьется. Удобно. Можно поменьше кричать. Но подпевать песни все-таки надо. Береженого Бог бережет. Я теперь похож на корову с колокольчиком. Анекдот есть про туристов с бубенчиками. Как-то приехал турист в национальный парк. На въезде его встречает работник парка, дает ему колокольчик. Это зачем? Медведей отпугивать, если поблизости окажутся. А как я узнаю, что поблизости есть медведи? Ну, если заметите медвежье дерьмо, то где-то рядом медведи. А как я отличу медвежье дерьмо от немедвежьего? В медвежьем часто попадаются колокольчики. Я иду прям по медвежьей тропе. 5-я куча. Идти колотить. Ой, я везунчик. Главное палатку подальше от его тропы поставить. А то мне ночью обеспечена веселая. 6-я. Позволь мне сходить на озера, посмотреть их. Я гость в твоем доме. Давай не будем пересекаться. Мишань! Уходи! Нам не по пути! Ну вот, 2325 достигнуто. Впереди еще километров 10. А до заката у нас 4 часа. Надо искать место для палатки подальше от тропы медвежьей. Тут, блин, ветрено. Ну и тропа медвежья рядом. Непросто, непросто. Ветер такой, что шляпу сдувает. О, блин, еще дерьмо. Какой-то звездец медвежий, блин, рай тут, что ли. 7-я кучка, маленькая. А вот медвежата, блин. Звездец какой-то. Все-таки надо сюда налегке идти. Тяжко. Но виды, конечно, завораживают. Грибочек. Маленькая. Открывается долина, другая. Там река и озерцо должно быть. Целые поля водосборника. Их тут очень много. Чуть не упал. Поднимаемся снова. Добрался до озер наконец-то. Здесь буду остановиться, потому что и сил мало, и уже темнеет. Сейчас поищу место какое-нибудь поменьше ветра где. Ну тут вроде как медвежьего дерьма нету. Копытные только. Скорее всего здесь косули и моралы. Может быть даже кабаны, но не знаю. Безымянные озера. Я не удивлюсь, если тут рыба водится. Но к ним не подойти, везде вот заболочено. Только в сапогах, я сейчас в кроссовках. Не хочу туда идти. Досмотрел место, где поставить палатку. То ли здесь, блин, но ветер тут сильнее, то ли возле речки. Там ветер чуть слабее, но, блин, и речка рядом. Короче, ни то, ни сё, блин. Ни рыба, ни мясо. В общем, здесь остановлюсь. Это речка. Вид на горы. Красота. Лук рядом растет. Ешь не хочу, его дофига тут. Маленький сад под рукой. Температура стремительно падает. 12,8. Это в палатке. Это я еще готовлю кушать. Температура немножко поднята. Ночью, я не знаю, градусов, наверное, 8-5 будет. Но я на высоте где-то 2400-2500 нахожусь. Сегодня буду спать в сомнамбуле, в спальнике. У меня снаряжение-то по минимуму. Термуха еще одену, наверное. Ну, куртка есть, если что. Я думаю,
Справлюсь. Не первый раз. Сегодня у меня готовится чечевица, макароны, соевое мясо, там лук, морковка еще. В общем, думаю, будет вкусно. Утро. Второй день сегодня. Спал, в принципе, офигенски вообще. Проспался много раз, конечно, но лег рано, потому что первый раз с похода выспался, столько времени спал. Считай, в 9 лег спать и только в 8 часу проснулся. Ночью кто-то тут шебуршал, но я не стал выходить с палатки. Безумная влажность, просто капец. Палатка вся сырая, как внешне, так и изнутри. Ужас просто. Ну, конечно, я еще возле реки встал, и чтоб не было влажности. Ночью, ближе к рассвету, было уже аж 3,8 градуса температуры по Цельсию. Я, честно сказать, был сильно удивлен на такой высоте и такая температура. Предполагаю, что из-за того, что возле реки, ну, я могу ошибаться. Интересный момент, конечно. Но я не замерз. Моя многослойная система дала о себе знать. Восстановился сейчас. В принципе, вот я стою в Термухе, в Сомнамбуле, даже немножко жарковато. Из-за того, что еще, опять же, ветерок пронизывает, охлаждает меня. А так бы я, наверное, в шортах бы здесь уже стоял бы. Жарище на солнце. Наверное, 25 уже. Палатки 22,5, но из-за того, что напекло. Итак, сейчас сворачиваюсь, позавтракаю. И вон ту сторону радиалкой. Рюкзак где-нибудь заныкаю здесь, потому что не хочу я его тащить. Радиалочку сгоняем на 9 километров вроде как, там может чуть больше. Добегаю до сюда, беру рюкзак и обратно. Не хочу здесь задерживаться. Следующий у нас маршрут по плану Куйктанарские озера. Ладно, пошел я завтракать. Сурки поют. Меня увидели, шухер подняли. До этого не орали вообще. Напугал я их. Спрятал рюкзак. Не сказать, что прям я сильно пытался спрятать, просто положил. Время 11 час. Я выдвигаюсь в сторону неизвестных озер налегке. На поясе нож, аптечка большая. Здесь у меня сумка нагрудная. Носки сужу. Соболь. Сзади у меня рюкзак. Здесь сумка со съемочным оборудованием. И шляпа. Палка. Вот как-то так. Интересно, здесь вот в этом куске есть тропинка тоже. Но нам надо вдоль озер идти. Возможно, какая-то обходная. Либо звериная просто. Кружит вокруг. То ли гнездо у них тут. Ну, я видел, там утки плавали и маленькие утята. Возможно, летают, охраняют специально, чтобы на них отвлекался хищник. Цвет такой ярко насыщенный, синий. При этом края зеленоватые. Ну, тут, конечно, еще зависит от преломления света. Где вы находитесь, где вы снимать начинаете. Ну и там второе озерцо. Снова ручей. Ну, вода на первый взгляд чистенькая, но земля присутствует. Это нежелательно употреблять в сыром виде. Еще одно озерцо по пути.
Нормально. Косточки я бы не сказал, что старые. Тут даже он чуть-чуть сухожилие еще не обгложено. И самое забавное, что это все лежит на тропе. Мог же где-нибудь погрызть не на тропе. В связи с чем это типа легче. Либо его территория. Вон прохожу следующее озеро. Красиво. Так красиво горы отражаются. Открываются другие горы. Уже со снежными вершинами. Интересное место. Видимо, здесь по весне была вода, а сейчас ее нет. Вот уже глубоко. Ну, метр где-то есть. Для горного озера тоже глубина. Цвет характерный, такой темный. Красотища-то какая. Однако вдалеке я вижу лошадей. С одной стороны, меня это радует. Здесь нет медведей, значит. С другой стороны, в какой-то степени рядом, значит, цивилизация. Это немножко расстраивает. Вон они, далеко-далеко. Не знаю, на камеру видно, нет. Кто помнит Windows XP, поймает здесь флешбэк. Холмы зеленистые. Заставка Windows, когда запускается, прям похоже сильно. Ну вот, дошел до реки. Течение небольшое. Я думаю, спокойно можно перейти вброд. Может быть, даже по камушкам где-то перепрыгнуть можно. Вон они, далеко-далеко лошади. Тропа ведет туда, там переходить. Но там брод, достаточно большая глубина. Где-то почти до колена. Вот, я здесь посмотрел. Игра называется «Течет лава», и нужно по камушкам перепрыгнуть на другой берег. Я примерно проложил маршрут мысленно. Но могут быть живые камни. Вот. Вот он, живой камень. Вот этот камень не сильно внушает, но у меня вариантов мало. Ну, нормально, не видно. Так. Ну, да. А здесь надо прыгать. Красота, нормально, моей длинной ноги хватает. Ура, я перешел в лаву. Но ноги надо помочить все равно. Сейчас дойду до тропы, там охлажусь, перекушу и дальше в путь. Удобно. Сразу регенерация ног, ванночка, обеденный стол. Вообще кайф. И пить сразу можно воду с реки. Тропа постепенно растворилась. Но наш путь, получается, вот этот хребет. Я думаю, сейчас, наверное, по азимуту пойду и все, ничего париться. Карликовая березка только, капец, везде. Тяжело прям идти. Видно прям, как вода испаряется. Прям как следы на асфальте, знаете. Похожие. Я, наверное, все-таки сверну левее. По карте, вроде как за этой горой есть озера. Проблема в том, что здесь сыпуха. Подниматься будет капец как неприятно, в кроссовках особенно. По той стороне подниматься, либо надо вот здесь подниматься. Тут речка немного посерьезнее.
Да уж. Надо сейчас найти подход и пересечь речку. Вон там, наверное, шире растекается, напор меньше. Ну и камней больше. Думаю, там проскочить можно. Вот, камней много. Напоминает чем-то водопад Шумы на Мультинских. Будет удобно пройти по камням. Может даже ноги не мочить. Сейчас точку на карте поставлю, чтобы потом не искать подземные источники. Вам какой кран? Правый или левый? Захожу с этой стороны. Решил так. Посмотрим, что из этого выйдет. Погода меняется. Это не очень хорошо. Перед восхождением, конечно. Ноги забиты. Чуть-чуть пройдешь. Устал капец. Высота вроде небольшая. Быстро устаешь. Воздуха не хватает. 13:25. Начинаю восхождение. Мох засох. Идешь как по сухому снегу. 2500 где-то с лишним. Обнаружил небольшие озерца внизу. Красивые. Капец, как тут тяжело подниматься. Сыпется все. Неудобно. По скалам, наверное, легче лазить, чем подниматься. Сейчас попробуем туда переброситься, может там залезу быстрее. Ну тут ярая прям сыпуха. Мелкая, дисперсная. Ноги прям разъезжаются. Ну, видите, сыпется. Ступить невозможно. Вот ты там не пас. Пиздец. Капец, блин. Как переходить, блин? А мне надо на ту сторону перейти. Я тогда быстрее буду идти. Перелез таки на эту сторону. Сейчас туда поднимусь, посмотрим, что там. А затем хребтом. За этой скалой, лучше сказать. Небо офигенское просто. Погода меняется.
Живой. По голени не сильно камень ударил. Ну, вроде ничего не повредил. Даже сорвало крышку камеры, я запись не нажимал. Это во время удара надо нажать. Ну, чуть-чуть ободрал, да. Просто по связке удар пришелся. Скорее всего, буду хромать. Надо быть осторожнее. Поторопился. Это густо через носок. Никогда не нарушайте правила трех. Всегда 3 точки опоры. Если бы я его сейчас нарушил, я бы улетел вниз вместе с этим камнем. Там вдалеке еще одно озерцо открылось. Я уже 5 штук насчитал. Заканчивается земля. Так капризно, интересно сделано так. Природой. Красота. Лютые скалы. Скала метров 5-6 высоту. Да ну нахер. Я сделаю, да? Гляньте. Неизвестное озеро.
Осталось понять, где тут зафиксироваться и слезть. Звездец какой-то. Где-то самолет летит, слышу. Но не вижу. Так высоко залез, что слышу самолет. Самолет интересный. Круги мотает вокруг меня. Второй круг сделал, полетел в другую сторону. Видимо, ему было интересно, что за дурак тут лазит. Ну, либо озера понравились. Он где-то на высоте 5000 летит. Я выхожусь на 3000. Ну, может, на 4000 летит. Где-то так. Не сильно высоко. Так, ну, теперь надо найти место, где нам припарковаться, поснимать и вообще отсюда слезть, чертовой бабушки, блин. Тут опасно, капец как. Офигеть, случайно заметил. Блин, моя нога. Вот это перо, так перо. Здесь что за птица? Что это такое перо? А это те озера, которых не было видно вблизи. Вот такой хребет здесь. Спускаться тут либо по сыпухе, ну либо вниз там вот спуститься, обойти и вот здесь вот выйти и потихонечку траверсом по сыпухе спуститься. Но здесь уже более-менее реально спуститься по сыпухе, задница, но реально спуститься. Там, где я был, там рисков больше. Ой, ботинки. Тут невольно заматеришься. Осталось-то все всего лишь 100 метров 600 съехать на заднице. А так все херня. Ах ты, гуся, по больной ноге. О, это называется так. Неизвестно, озера. Или так не надо делать. А тут реально. Я теперь понимаю, почему мне пустая попытка. А тут меня вселенная не пускала. Потому что я дурак. Пошел не по той тропе. И в принципе тропы-то нету. Но кто ищет легких путей, как говорится, да? Ну, как на сноуборде. Кроссовки показал, как спилятся херам вообще. Так. Тут большие камушки пошли. Хоть чуть-чуть полегче. О, мне вон до туда подойти. А там уже херня, как говорится. Решил подняться на хребет. Вот здесь. По нему будет легче идти. А потом, соответственно, спуститься легче будет. Неужели твердая земля? Фух. Фух. Там ледник виднеется, нифига. Фух. Как ровно идти-то, ё-моё, ничего потом не сыпется. Устаешь, однако, от этой сыпухи.
грибочек интересной формы. Вот такие красивые озера. Просто я не могу. Синее, зеленое, бирюзовое или бирюзовое двух оттенков и синее. Тут под разным цветом определенные оттенки. Летает птица. Точно не коршун. Я вам перо показывал. Не знаю, орлан, орел тут водится, нет. Просто офигеть, у него размах крыльев, я не знаю, наверное, 1,5 метра. Явно хищник. Тур кто-то здесь составил. Тоже положу. Камушек. Оба. Все. На память, что я был здесь. В труднодоступных, неизвестных озерах. Красота, однако, здесь неописуемая. Надо бы изначально этим путем идти. Я бы сократил себе, не знаю, как минимум часа 1,5, а то и больше. И ногу не повредил. Но с другой стороны, не полазил там бы сроду. Там весьма было тяжко. В какой-то степени я же люблю экстрим. И некое удовольствие, некая доза адреналина в крови была. Иду сейчас быстренько к Синему озеру. Посмотрю его поближе. И бегом к рюкзаку. Потому что время 6 часов. До темноты 3 часа с лишним. Хоть и полнолуние, но я бы не хотел здесь ходить по темноте. Ну, по сумеркам, скажем так, полнолуние. Вот я. Рядом с неизвестными озерами. Красотища. Там течет водопадик. Сейчас чуть поближе спустюсь. Больной ноги. Я почти спустился. Охренеть, какое оно большое. Старика такое маленькое. Вода прозрачная, синяя. Охренеть. Я бы сказал, пляжное место. Но она, наверное, ледяная. Из-под руки. Она глубокая. Охренеть. Да, сейчас надо будет выбираться. Какая вода прозрачная, я не знаю, я таких озер еще не видел. На Шавлинских таких озер нет. Прям как будто фильтрованная. Охренеть просто. Я бы не сказал, что она прям ледяная, но... О, рыбки плавают. Нифига себе. Тут рыба есть. Ёлки, охренеть. Ну пить, наверное, тут ее не стоит. Раз тут рыба есть. Ну и правило все знаете, да? Стоячую воду не пьем. Охренеть. Это не рыба, это рачки. Какие-то каракатицы или рачки, не знаю. Эхо! Эхо!
Офигеть, какой эхо. Вода наипрозрачнейшая. Я не знаю, я нигде такой воды не видел. Ни Телецкая, ни Шавлинская, никакие озера. Просто обалдеть. Тут рачки плавают, видимо, они чистят так воду. Вот он, рачок. Опа, иди сюда. Отпущу его. Вода прям вообще офигенная. И не холодная, и не горячая. Но долго мне, конечно, не поплавать. Градусов, наверное, 10, может 8. Что-то такое. Ну что, надо двигаться обратно. У меня на все про все около 3 часов. Тут темноты полной. Но опять же, полнолуние. Полной темноты сегодня не будет. Но я уже в предыдущем видео говорил, что мало приятно ходить по темноте. Звери-то просыпаются. Сейчас еще отдает отливом посередине, интересно. Как будто там глубже. Либо наоборот, менее глубина, меньше. Это самое чувство, когда ты не хочешь уходить с того места, в которое пришел. Последний раз оно меня посещало на Шавлинске. Но сейчас оно еще крепче такое. Прям схватило и не отпускает. Прям не было такого давно. Знаете, могу аналогию провести с первой любовью. Вот что-то такое рядом. Могу со всей ответственностью заявить. Самое долгоиграющее Мишаня только здесь. Мишаня! Дольше эха я не встречал в своей жизни. Интересная локация. Валуны так рассыпаны. Здесь еще не было. Комаров тут нормально так. Они еще такие хитрые здесь, по сравнению с нашими сибирскими. Улетают, облетают. Наши более прямолинейные, тупые. Кусь и все. А тут уже ветер сильный, им приходится маневрировать. Эволюция. Я бы сказал, тут даже тропки есть. О, паучок-то какой большой. Блин, извини, паук. Пройти надо. Да ё-моё! Глянь, сколько их. Жирное паучище. Мне эти пейзажи чем-то напоминают фильм «Интерстеллар». Прям интересно. Не тут ли его снимали? Никак не могу уйти отсюда. А надо бежать, время уж поджимает. Эх. Тут вообще кайф идти. Минимум сыпухи, трава.
Почему я сразу не пошел здесь? Хотел бы напрямик срезать. За все надо платить. Да уж. Прохладненько становится. 7 час. Ну что, настало время спуска. Время 7:20. И я только спускаюсь. Ну, в принципе, меня не пугает. Тут травка, да? Надеюсь. Ну, уклон хороший, ну трава. Так, а мне надо перейти брод, блин, аж вон там. Может, конечно, здесь. Но там прям можно в кроссовках, а здесь нужно разуваться. Прикиньте, тропинка. И я прям шокирован. Тропинка здесь есть, ёп. Можно идти и не напрягаться практически. Офигеть. Забавно. Вот видите, тропинка маленькая. Норм идет. Это здесь пищуха ее натоптала. Сколько здесь живет, интересно, что протоптала такую тропу. Так, ну а мне вниз. Тут, в принципе, повай-то уже на травке. Без сыпухи, такой кайф. Ну, плюс, что трава не мокрая. Нормально. Водичка течет. Ну, достать ее невозможно. Да. Живописно-то как. Красота. Болото идти колотить. Тут явно животные валялись. Надо обходить, что поделаешь. Блин. Нет предела моему удивлению. Я был на вершине вот этой. Не за что бы не подумал, что я бы туда полез. Одна лиственница посередине категории. Она тут, видимо, была сломана и разрослась на 2 стебля. Даже вон шишечки есть. После сыпухи березка с мхом кажется раем. Хоть и море мусора попадает в ботинки, в кроссовки. Мало приятно, конечно. Но будьте осторожны. Бывают пустоты с камнями. Может, ногу заклинить конкретно. У меня такое было, когда я ходил первый раз на Печелинское озеро в далеком 2017 году. Я был в сапогах, вот, и сапог, ну, в общем, в мхе утонул я ногой одной. И ногу вытащил, а сапог там остался. Вот, надо было потом сапог вытаскивать. Мало приятно. Благо, не повредил ногу. Да, заросли тут знатные. Иду по старому руслу ручья. И надо продираться через этот бурелом. О, ура, я к реке вышел наконец-то. Теперь надо пересекать еще. Ой. Так, что у нас тут? Наверное, вот самая короткая вон там. Ну что, будем переходить брод с больными ногами. Эту я, кстати, тоже разбил немножко. Ну, не сильно. Вот это вот голень прямо опухла. Вон там, я так понимаю, самая большая глубина с точки зрения напора воды. Я прицепил кроссовки к поясу. Ну, пробуем. Вода неприятно холодная, потому что вечер. А сапоги у меня в рюкзаке, да и доставать их никакого смысла. Ноги сейчас хоть отдохнут, пока спускался, устали. Главное сейчас их не разбить об камни.
О, напор хороший. Блин, все вперед. Фух. Нормально, там чуть не снесло, блин. Святой источник, версия Алтай. Озеро преобразилось. С ярко-синего превратилось в серебристо. Ну, он цвет гор, в общем. Металлический такой цвет. Ну, еще зависит откуда вы смотрите. Угол. Интересно все-таки. От воды прям холодом тянет. Ночью, наверное, здесь такой же дубак, как там возле ручья. Снова спугнул уточек. Это еще тот редкий вид, который здесь только обитает. На Океме еще видел. Еще где-то. Видимо, самка самцом. Круги вокруг меня мотают. Я туда шел, они меня провожали долго. А сейчас встречаются. Утят своих защищают. Видимо. Иду за рюкзаком. Становлюсь в том же месте. Холодном. Что не вариант идти до леса. Сейчас уже темнеет. А в мишку я не хочу ставить. Вот, кстати, рюкзак. Ты живой там? Сегодня, получается, я в пути был 7:50 где-то. И обратно 2 часа 25 минут. Я где-то в 9:15 пришел. А вчера у меня было, получается, 9 часов я вчера шел сюда с рюкзаком. Утро. Третий день начинается. Пасмурно на улице. Ветерок. Как бы дождя не было. Блин, так не хочу в дождь идти. Там спускаться по мокрой траве. Ужас. Вперемешку с мешаниным дерьмом. Такое. На любителя. Однако стоит отдать должное штанам. Рассекло вчера нормально так. А штаны целые. Это через штаны она продавила камнем. Хорошие штаны. Ну что, время 11 час. Я, наверное, с обуви на чили собрался. Допоздна сегодня отсыпался. Так не хотелось вставать. Проснулся, повалялся. Потом еще раз проснулся, повалялся. Выдвигаюсь обратно в сторону Куйктанарских озер. Тут вода за ночь подошла. Первая ночь, когда я ночевал, вода вон там где-то стояла. Вот за ночь сюда подошла. Я, конечно, предполагал, что вода придет там после дождя или что-нибудь еще. Ну, чтобы вот так, просто так, без дождей. Интересно, конечно. Сейчас в основном буду спускаться. Я думаю,
быстрее приду, чем сюда шел. Плюс теперь я тропу знаю. Тогда я будил. Сегодня в целом прохладненько. Градусов 16 градусник показывал в палатке, когда уже все открыл. Но ночью спалось хорошо, я бы сказал. 8 градусов где-то было. Но я ночью не смотрел. Ночью в 2 часа ночи просыпался, но на градусник не смотрел. Значит, она у нас течет коротко здесь, да? Водопадик. А потом она уходит, видимо, под землю, потому что здесь все сухое. Я просто не хочу сейчас подниматься, идти через этот старый заброшенный домик и дофига где медвежьего дерьма. Можно, в принципе, здесь спуститься. Но там, блин, она же где-то растекается. Просто я же ее пересекал. Я просто не хочу нарваться на пропасть. Просто мой опыт говорит о том, что может быть яма высотой метров 25. Ну реально, она вон, видите, бежит, да, вода, а потом хоп и исчезает. Нет воды. Она под землю уходит. Интересный тут канал, видимо, глубокий такой, что аж здесь нет воды. Она сквозь гору, может, идет туда куда-то. Во природа, а? Сколько шикши растет. А до этого шоу нигде я не встречал. Ну, в смысле, растение было, а ягоды не было. Видимо, сухо сильно было. А тут прям много ее. Еще одно перо. Обломанное, к сожалению. Такое ровное прям. Звук послушайте. Такое большое. Водопад красивый. Тут 4 русла аж в одном водопаде. Вот у нас основная тропа идет. Но можно пойти вдоль русла. Мне вот кажется, что вот здесь должен быть какой-то обвал. И русло, по идее, за вот этим холмиком, горой начинается. Интересно, как оно есть на самом деле. Спускаюсь в долину. Русло реки. Да, где-то спуститься, чтобы не убиться. Ах ты ж, блин. Ну, экспериментируем. Опыт мне подсказывает, что там обвал должен быть. Но попробовать надо. Какие приключения без ошибок. Надо же познавать что-то новое, правильно? Ну, кто-то тут бродил, следы. Но с другой стороны, мне не надо в гору подниматься. Мне это радует. Вот такие тут достопримечательности. Цветочки цветут, камушки лежат. Красота. Плюсы хождения по такой тропе, так называемой русло реки. Плюс-минус камни уже утопчены водой. Ну и где легко идти, как правило, к спуску. Хотя если поднимаешься, то же самое будет. По камушкам, по камушкам. И ты уже прошел километры. Как
как по мне, это быстрее даже, чем по Березке идти. Как там говорят, вода камень точит, да? Прям сточила конкретно. Причем камень волокнами получается повдоль лежит. Интересная природа происхождения, конечно, этого камня. Плиты получается. Вот она идет, потом изгибом вверх. Вот дает вода. Все стачивает в своем направлении. Оба. Пропасть небольшая. Ничего, пройдем. Ну, источник уже есть тут. Течет. Я так понимаю, чем ниже спускаться буду, тем больше будет воды. Ну все, воды больше становится. Приходится маневрировать. Водичка, водичка. Куда ж без нее? Ну, здесь вода чистая. Козленочком не станешь. Ну, нормально уже заливает. Скалы такие, как будто их не сидя рубили. Тут опять сухо, но слышу, впереди вода. Ну вот, уже бурная река. Мне надо правой стороны держаться, чтобы брод не переходить. На этой доске можно кататься. Доска весом под тонну. Немного осталось. Интересно, четкая такая линия. Лес, здесь трещинки пошли ровные. Время перекуса. Вот здесь я ушел. И отсюда я пришел. Сделал петлю так называемую. Можно здесь спуститься ниже, либо вправо в лес уйти. Хотя вон тропинка, тур вижу здесь. Вот вправо пойду. Но вода холоднее, чем на этом синем озере. Интересная метка территории. Направо пойдешь, камень встретишь, налево пойдешь. Видимо, бревна лежат. А если прямо пройти, потом завернуть направо, вот сюда, например. Ну да, бревна. Окей, направо. Кто-то ж камень положил сюда. Вот так вот найдешь бревно и ловишь кайф, что нашел бревно. Так удобно на нем сидеть с рюкзаком. Особенно если спиной на подъем. Я задом наперед сидел. Так тяжелее подниматься. Зараз комары жрут.
Кайф, в общем. И не жарко, не холодно так. Пасмурно. Плечи что-то забиваются. Я на предыдущем походе 300 скинул. Видимо, это сказывается на организме. Наш отряд! Гуляй в ряд! Мишанёв! Мишанёв! Иду, песни пою. А что ты еще делать? Иди, да, песни пой. Кедровка напевает серенаду. Набрал жимовости. Горькая, но очень полезная. Прям так красиво, лужайка. Побочка цивилизации. Обратно иду другой дорогой. Нижней. Туда шел я верхней тропой. Так интересно, когда разные тропы. Ничего не повторяется. По опыту Крыма мне хватает, как правило, 1 литра воды на 1 прием пищи. Ну, то есть покушать, попить и еще остается зуб почистить. А вам сколько хватает на 1 прием пищи? Напишите в комментариях. Лагерь. Кому-то... и стрелочка. Это для тех, кто заблудился, наверное. Я так понимаю, это лагерь, который я в прошлый раз нарвался случайно. Ну, по пути встретил, в смысле. Это, ну, в общем, археология. Изучаю все это. Грунтом, археологию. Итак, моя задача на данный момент дойти до схрона, пополнить запасы и идти автостопить, а потом уже идти на озеро. Скину в рюкзак, иду за схроном. С рюкзаком на гору не вариант был идти. Надо было в другом месте делать нычку. Ну, кто знал, кто знал. Абсолютно все случайно. Слава богу, все на месте. Забираю, иду, рюкзак беру и идем дальше. Переходим реку, оступился и кроссовок полной воды. Теперь у меня одна нога мокрая. Мелочь, а неприятно. А еще 2 километра как минимум идти с мокрой ногой. Забавно наблюдать, как люди останавливаются и фотаются на трассе. А ты идешь с рюкзаком вдоль этой трассы. Палку сюда закину, наверное, да? Да, может, ладно.
Что, он что, не должен буду? Ну ничего, я так по пути. Спасибо большое. Так, стой, по пути еду. Думаю, ладно, остановлюсь. Ну повезет, не повезет, может, кстати, становится. Вы, наверное, 10-й или 11-й машина, в смысле, проехала. Тормозите, пожалуйста, там где-нибудь. Вот здесь, да? Да, где-то в этом районе. Спасибо большое. Ладно, давай. Спасибо. Хорошего отдыха. О, Давай. Спасибо. Спасибо большое. Ага, давай. Хорошей дороги вам. Моросит дождь. Вон он подвез меня. Поколение современное. Какая уже пара становится, путается. Ну что скажу, миссия выполнена. Меня докинул мужчина. Большое спасибо, если меня смотришь. Прям вот благодарю от всей души, что меня докинул до Куйтанарской долины. Я так понимаю, она вот здесь находится. 18 километров меня ждут. Сейчас пока светло, дождик моросит, еще не ливень. Максимально далеко засветло уйду. Там ставлю лагерь и по плану завтра просто в радиалочку туда рвануть. Но здесь маршрут более популярный и блин, палатку оставлять придется так же делать, как на Анюткиных. Потому что, ну, блин, обнесут еще, не дай бог. Здесь люди не те, что на Белухе, где пеший туризм, здесь на машине добираются. И такая категория людей, как правило, ну, не очень хорошие люди зачастую бывают. Не в обиду те, кто меня смотрит, на машинах добирается. Я не спорю, есть исключения, но статистика и практика показывают, что люди воруют, те, кто на машине ездит. То, что плохо лежит, они могут взять. Ну вот честно, такое бывает. На Белухе-то у нас группа была, хотели своровать, благо там все пошлось, но здесь другая категория людей. К слову, время без 10:08. Тут дорога сюда ведет какая-то. Я сейчас по карте сориентируюсь, спущусь пока с дороги, чтобы водителям не мозолить глаза. Нормально, до темноты у меня 3 часа. Я думаю, за 3 часа можно нормально дойти до какого-нибудь места к ручью там или в лесок зайти. Тут, походу, какая-то турбаза. Посмотрим сейчас. Теоретически, если они сдают палаточное место с электричеством, я бы с удовольствием бы у них взял бы его. У меня проблемы с электричеством. Надо все девайсы заряжать, а павербанк кончается. А солнечные панели я не взял. Не получилось мне взять. Я был в другом городе и ну, не получилось, в общем. Подхожу к турбазе. Цветочки тут. Подобие лаванды. Но это не лаванда. Вот я на базе. Лошадки пасутся. Так, найти бы еще администрацию. Здесь разместился. Прям под деревом. Я вышел с базы. Вся база спит. Вроде уже время такое поздновато, я бы сказал, для гор. Иду в сторону Куйктанарских озер. Тут расстояние от базы-то всего по GPS, если 4,8 километра. Теоретически я где-то за час там буду. Может, чуть поменьше. Подхожу уже к вершине. Сегодня 12,4 было в палатке. Прям тепло спалось. Внизу, конечно, внизу высота другая. Тепло. Влажность тоже небольшая, палатка практически сухая. Пищухи тут бегают. Однако природа плюс-минус повторяется. Перед озерами, как правило, спуск, а потом подъем. Прямо непосредственно перед озером. Курума пошли. Я так понимаю, я к первому подхожу и вижу палатки. Кто-то ходит. Ну, конечно, это не те озера, где я был перед этим. Имею в виду по труднодоступности. Здесь, конечно, полегче в этот раз.
Хоть и подъем достаточно резкий местами. Вот оно, озеро. Первое. Тут, получается, идет перешейк такой. И как будто вытекает в другое озеро. Тут вот такая беседка с деревянной птичкой. Там еще какая-то юрта. А это, я так понимаю, путь на Верхнее озеро. Водопадик небольшой. Первая смотровая. И тропа идет дальше вверх. Подхожу к верхнему озеру, так называемому третьему. Типа считается, здесь двое, а здесь третий. Но по факту я посчитал здесь второе, а самое верхнее третье. Кто как, в общем, считает. Однако до верхнего нужно еще дойти нормально так. Помимо жесткого подъема есть еще нюансы. Ну, уже подхожу, я так понимаю, но вот здесь вот уже за этим холмиком.
Ну что, подходим. Оно большое. Офигеть. Тут уже не видно края слева. Глубокая, однако, вот. Не знаю, на камеру видно, нет, прям видно углубление вот здесь. Здесь какая у меня глубина. Кто-то пытался здесь костер пожечь. Может, что-нибудь приготовили, типа разогрели еду. Просто тут дровами не напасешься, мягко говоря. Одна березка растет. Небо так красиво отражается. С другого ракурса. Почти дошел до верхнего. Оно вот здесь получается. Вон виднеются блески воды. Трава еще мокрая, роса еще не высохла на такой высоте. Вот оно, последнее озеро. Решил подойти к озеру поближе. Тут, как всегда, сыпуха моя любимая. И вид на озеро. Вот сблизи самое верхнее озеро.
Даже здесь есть стекло. Никуда не убежать от цивилизации. Блин, на самом верхнем озере есть стекло. Капец. И из нехороших новостей ко мне идет поход тучка. Нет, тучка, я вовсе не медведь. Надо срочно спускаться. Выше есть еще небольшое озерцо, но про него обычно никто ничего не говорит. Выглядит оно вот так. Ну вот тена, дождь пошел. Сейчас надо будет быстро-быстро спускаться. Иначе я по этой грязевой тропе на заднице буду съезжать. Получается, тут кто как считает. В общем, вышестоящее озеро перетекает в нижестоящее озеро. Тут буквально разница, я не знаю, сантиметров 30, наверное, 50 перепад высоты. Интересно, в общем. Но водичка прохладненькая на первом озере. Пить, конечно же, я ее не буду. Хоть и рачки здесь плавают. Вода прозрачная выглядит, но есть небольшая пена, что говорит о том, что что-то тут не так. Вода по ощущениям градусов 6-8. Холодная. Охлаждаю ноги, опять спустился, сильно нагрелись. Прям появились болезненные ощущения. Я просто предотвращаю то, что может быть. Как-никак это работает. Сколько уже хожу, а мозолей до сих пор не было. Тут главное вовремя найти горную речку холодную. А так бы реально натер давно мозоли. Есть еще другой вариант. Можно просто менять носки на сухие, либо одевать 2 или 3 пары носков.
Еще можно вариант, одеваешь синтетический носок, потом сверху уже хлопковый, либо там с трекинговыми мутить что-то. Ну, вариантов масса, пробуйте. Методом проб и ошибок вы достигнете идеала. Я вот пока работаю с речками, пока есть возможность. Если речек нет, то работаю с носками. Ну и по возможности, вот, может, обращали внимание, хожу с носками. Кто-то, может быть, стесняется, а мне как-то, ну, в походе не до стеснения, нужно вовремя постирать одежду, вовремя высушить. Тут еще погода хорошая, бывает дожди и хрен ты ее высушишь. В горах еще есть такой интересный момент, что лучше иметь грязную одежду сухую, вонючую, чем мокрую и грязную. Да, во второй половине дня тут цвет воды меняется. Еще, может быть, замечали, когда долго в походе, ну, в общем, возвращаешься, и навстречу идут свежие туристы. Ну, либо маршрут такой, что ты давно в походе, но перешел в другую там радиалку, и навстречу тебе идут люди в чистой, свежей одежде, красивой. Прямо это так бросается по ощущениям. Все-таки от цивилизации отвыкаешь в какой-то степени. А в городе, когда живешь, к этому привыкаешь, не обращаешь внимания. А у вас такое было чувство? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Интересно будет почитать. Горелка. Была проблема, что она не открывалась. Здесь все конкретно тяжело работало. Мужчина попросил масло. Чуть-чуть буквально. Все заработало. Шикарно стало. На самом деле очень хорошая машина для гор, прям вообще где угодно проедет. Давай, рассказывай. Да что рассказывать? Едем, выехали с турбазы. За спасибо меня Аян договорились, подвезет до Чаганузуна. Вот. А я там дальше на Кошагач попробую машину поймать. Там заночую и уже дальше в сторону Белишей на Чок-Портас. Спасибо большое. Давай, удачи, все хорошо. Спасибо. Как-нибудь. Так, ну вот, я стою на мосту, чую, течет. Надо ловить машину побыстрее. Время-то 9 час уже. Там птички какие-то плавают. Слияние двух потоков воды, Чаганузуна и Чуи. Так красиво. Да, тут прохладно. Или это просто вечер сейчас? Зимой, в смысле? Меня плохо видно. В общем, я в Кошагаче. Меня таксист довез за 200 рублей. Я автостопил, но девушка остановилась, но оценив меня с рюкзаком, говорит, не влезете. Ну и все. А потом постоял, еще несколько машин проехал. И таксист стоял на мосту долго. Ну как долго? Минут 5-10. Вот, и потом он, получается, подъехал. Спросил, типа, тебе куда? И Кошагач меня докинул. Закупился продуктами, наконец-то. Свежая выпечка, и взял тут ряженку местную. Безумно вкусная. У нас такое не делают. Видимо, молоко тут другое и, не знаю, жирность, может, другая. Ну, написано 2,5%. Сейчас вот думаю, где переночевать. Тут же, блин, везде пустыри. Палатку ставить как-то немного сыкотно. Я камеру снизу держу, просто машина ездит. Сильно много внимания на меня. В общем, я так понимаю, здесь есть разные национальности, но русских очень мало. И невольно на себе взгляды ловишь. Ну, я с целью безопасности сейчас не особо свечу камерой. Вон там, говорят, гостиница есть, может быть,
сниму, сейчас посмотрим. В Белиши реально трудно попасть. Таксист говорит 20 тысяч. Ну, для меня это дорого. Попробую завтра автостопом. Не получится. Обратно поеду. У меня просто на все про все 6 дней. Если не успеть, то, ну, не получается, короче.